Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, динамическое управление души. В данном случае я показываю практически уровень управления, где мы рассматриваем именно тот уровень восприятия, когда управление происходит именно динамическим состоянием, динамическим уровнем души. То есть душа воспринимается как динамическая структура, и именно этой частью восприятия, этой частью фактически действия души происходит управление. Потому что есть еще и статическое действие. То есть можно управлять душой, если, например, вы входите в статичное состояние, и тогда получается, что вы имеете, например, практически тоже определенный уровень управления, где оптическая фаза практически неизменна. То есть вы находитесь в состоянии практически покоя, но происходит управление. Вот это вот другое совершенно управление. Динамическое управление, оно таково, что именно вы видите постоянную динамику собственной души. То есть вы оптический уровень души видите и воспринимаете как уровень именно света оптической динамики. И в этом управлении очень просто видно, каким образом, например, цифровая система разделяется на динамический уровень или, например, статический уровень. То есть цифры могут быть организованы динамической составляющей души или динамической проекцией души, а может быть так, что цифры имеют именно статичный характер. Вот когда мы начинаем так распознавать цифры, то мы видим, что в статичном характере цифры на бесконечном удалении сливается с реальностью. То есть логически это понятно. Если мы имеем число где-то вот, здесь, да, возле физического тела оно начало организовываться, мы видим статичный свет, то есть статику души, то как только начинает число удаляться, статика же, она как бы просто расширяется, и получается, что число начинает рассеиваться. То есть сохранить число, да, в неизменном виде, статичное число, то есть вообще вот форму числа, можно, вообще говоря, исключительно только именно в основном для будущих процессов в динамичном состоянии души. И вот поэтому я почему сравниваю со статикой, то есть в данной лекции статика это как элемент сравнения. Мы имеем динамичный мир, там, скажем, да, как систему более устойчивого будущего. Ведь если мы хотим познать, каким образом будущее видоизменяется, вот законы, да, видоизменения будущего, и как этим будущим управлять, то мы должны четко понимать, что все динамичные связи, которые существуют в мире, значит, при этом, например, если я показываю структуру мира как бы вот здесь, да, возле физического тела, там в мире это, например, конкретно область информации, то получается, что здесь, в этой системе, все динамичные связи, они олицетворяет вот присутствие Бога именно как бы в преддинамическом состоянии с души. То есть Бог практически в качестве человека, вот здесь очень четко выделить, что Бог именно присутствует в качестве человека. Присутствует в том состоянии, после которого начинается динамика. То есть мы можем распознать здесь Бога, который выглядит человеком. И когда мы его видим, вот динамика души начинается позже. Но ведь получается, что мир, так как он именно динамичная система, это все-таки не статика, то в момент организации души, душа должна была среагировать на внешнюю структуру, да, динамику мира. Получается, что динамическое состояние – это как раз-таки глубинное, то есть корневое, более точное состояние с точки зрения познания. И то состояние, которое соответствует именно динамическому миру. То есть если абстрактно представить логически, что вот сознание души, она некая статика и все. Такого, во-первых, не может быть, потому что даже статичный элемент связан со всеми элементами внешнего мира и внутреннего, то есть как бы статики уже нет. А когда человек воспринимает, то он развивает систему восприятия, это все-таки уже развитие. И получается, что тогда он делает внешний мир динамическим, так же, как делает и Бог. Он, значит, создает события, потому что, когда он воспринимает, весь мир начинает, как бы, вот, там, шевелиться, условно говоря, да? Значит, и получается, что раз вот такая динамика внешнего мира, именно, кстати,
звук на уровне восприятия, звук именно как шелест некий, первичный, некий удаленный шелест. Шелест, который не слышен, кстати. То есть вы понимаете, что что-то шелестит, но вы не воспринимаете это в виде звука. Это важно. Вы можете видеть звук фактически. То есть в этом состоянии вы можете звук различать не по слуховой системе восприятия, а за счет именно предварительного уровня контроля. То есть вы находитесь в месте, где пройдет волна звука раньше, чем сама волна, и вы уже знаете, какой он будет. Тогда вам не надо слышать звук, вы же все равно знаете, что он там будет, да? Ну, уровень практически как яснознание, можно так назвать. Значит, и поэтому, чтобы развить, кстати, вот яснознание, особенно с лечением, например, сложных заболеваний, можно использовать вот эту вот технику. То есть успевать услышать звук путем знания, путем восприятия. И также Бог существует раньше, Он же успевает видеть, получается, себя раньше, чем любое другое явление реальности. Вот если задаться вопросом, как Бог, который является человеком, должен успеть воспринять вот именно божественное действие, он должен воспринять до начала какого-то явления. Так вот, значит, динамическое состояние души – это уровень, который позволяет это явление изучить. Потому что динамика – это как бы синхронизация, да? То есть предмет или какое-то управление меняет форму, динамика в принципе может менять форму также. В бесконечном развитии состояние души такое, что, конечно, там есть такая форма. Вот почему в одну там, например, конкретную душу, имеющую конкретный объем, форму, вкладывается вся бесконечная информация. А потому что в том-то и преимущество динамики, там есть все формы информации. Любая информация в светооптике – это просто форма часто. И так как у динамики по времени или по пространству, или по времени, пространству, или там третьим аспектом реальности можно сформировать различные формы, бесконечное количество форм, то отсюда понятно, что почему душа вечная. Потому что эти формы создаются бесконечное количество раз и могут создаваться сколько угодно. Наличие одной светооптической формы – это уже бесконечное развитие мира. Почему душа не уничтожима? Потому что светоформы находятся на уровне мгновенной, то есть предсмена. Невозможно душу, например, достать каким-то другим светом, вредным для нее, например, да? С точки зрения уничтожения имеется в виду. Так вот, чтобы физическое тело не было уничтожимым, свойства именно физического тела, они должны быть такие же, но через статику внутреннюю, внешнюю и так далее. То есть разница между, скажем, неуничтожимостью души, да, и физического тела как такового, хотя, конечно, тело – это также и часть души, но именно статически проявленная часть. Вот разница заключается в том, что в динамической части души любой внешний образ, который приближается к душе, да, может иметь собственное отражение в душе. То есть некий вид зеркала, да, значит, который отражает элемент управления, и отрицательный элемент, он не совершает управление по отношению к душе, то есть он не может разрушить ее. Почему Бог не разрушим? Потому что любой элемент, он конвертирует в системе собственного сознания. То есть он делает подобную работу, только для Бога сознание, восприятие – это то же самое, что для человека именно динамический уровень действия души в будущее, в данной технологии. И получается, что чтобы создать многовариантное будущее, нужно просто-навсего придать форме, динамике будущего именно геометрические линии, геометрические параметры собственной души в момент создания. То есть посмотреть глазами Создателя, где есть светлый, так скажем, да, путь в будущее. Тогда получается, что статичное тело человека, как статичное, то есть физически проявленное, которое, например, не может мгновенно менять форму в зависимости от внешней реальности, оно должно быть таким, чтобы вся реальность менялась по отношению к физическому телу. То есть единственный выход, да, остается у человека. То есть чтобы жить вечно, у него вся внешняя информация, по аналогии с тем, как именно душа вечна, она должна меняться синхронно.
с тем, как вообще в информации меняется человек. Но ведь человек же создан по образу и подобию Божьему, и поэтому получается, что любая смена информации у Бога, она же происходит всегда синхронно с каким-то предварительным действием Бога. Бог же сам же информацию создает, значит, Он всегда синхронен по отношению к любому элементу реальности. И получается, что когда мы начинаем исследовать вот этот процесс синхронизации, как человеку научиться, да, делать то же самое, или где естественное состояние человека, где он делает то же самое, где это естественное состояние, то получается, что вот именно естественное состояние в переходе между локальной выявленной статикой души в динамическую форму души, опять же, самой души. То есть это очень четкий предмет исследования собственной души. И когда мы начинаем это понимать, то что можно еще там, большего человеку желать, да, вот в таком обычном мирском представлении, как, например, то, чтобы взять и суметь точно исследовать собственную душу. Это очень считается важным, да, в коллективном сознании, но на самом деле там ничего такого особо важного или более важного, чем любое другое действие, по сути нет, потому что любое действие исключительно важно для Бога изначально. То есть почему Бог уравнивает все события мира? Они ему, даются однозначно по сложности. Именно потому, что динамическое проявление души всегда находится в фазе преддействия, предсобытия, но в будущем. Это все равно, что в будущем вы видите события, которые будут до элемента будущего, например, через 10 суток будет какое-то событие. Вы смотрите назад, да, по оси времени, и знаете, что будет через 5 суток, но вы смотрите оттуда. Вот путь смотреть из 10 суток в 5, он другой, нежели отсюда в сторону 5 суток. Это все равно, что ехать на поезде в обратную сторону. И когда вы начинаете вот этот вектор протягивать, вы видите, что вектор будущего, он более солнечный, он более яркий. Вот, например, задаться вопросом, как организовалось Солнце? Зачем оно вообще нужно с точки зрения коллективного сознания? Понятно, что фотосинтез, с точки зрения физической реальности, это понятно. А вот зачем Солнце нужно человеку? Так вот, Солнце — это как раз-таки траектория этого обратного пути. То есть это поезд, который идет оттуда сюда. Но ведь Солнце логически, оно несет лучи, и получается фотосинтез, получается кислород. То есть действительно оно из будущего, да, светит в логике, так, такой абстрактной, сопоставимой логике, так можно назвать. И когда мы начинаем эти явления реальности конвертировать в технологии, например, человек должен жить в любой ситуации, какая бы там горячая звезда ни была, да? Человек не должен зависеть от некого коллапса, черной дыры, якобы известно в физике и так далее. Но человек же должен жить вечно, причем здесь тогда черные дыры или какое-то бесконечное пространство. Что тогда нужно сделать, чтобы никакой элемент внешнего пространства не влиял на человека? А тогда просто-навсего он должен сам себе создавать типовые фрагменты будущего. То есть, например, Солнце, да, планета, фотосинтез, еда, или если он научился питаться за счет мышления, значит, это другой тип питания и так далее. И получается, что логическая система в бесконечном развитии, что значит съесть собственную конструкцию, которую он визуализировал, да, как еду. Получается, что вот представьте, задача у Бога. Бог создал все. Что тогда он ест? Он, получается, ест практически элемент, который он воспроизвел, то есть во всех вообще деталях, да, во всех связях мира. Что тогда для Бога питание получается? А получается, что это есть наблюдение, сбор информации и синхронизация с тем, что делают люди. То есть фактически это обработка информации, то есть подобное действие. Вот Бог делает подобное действие, то, что делают люди, для него называется, например, питание. Он взял и, например, сам себе сказал, что пусть это будет питанием. Он может что-то съесть, потому что люди же едят. Так вот, чтобы люди научились, например,
обходить там, да, какие-то деструктивные системы питания, там, ну, типа уничтожения животных и так далее, они должны, получается, сделать сопоставимое действие с Богом. Раз Бог делает сопоставимость по отношению к человеку, значит, обратное действие тоже сопоставимо. И получается, что в корневом смысле все-таки для Бога питание это все равно, по большому счету, в человеческом качестве это все равно питание. То есть Бог начинает не разделять себя с человеком благодаря тому, что Он вводит элемент, ну, какой-то как бы третий, да, связь с внешней величиной. Так вот, когда мы, ну, с таким элементом, как питание, и когда мы смотрим на это, то здесь мы видим проявление все-таки статики души, а динамика – это умение построить то будущее, где, например, там солнце не горячее, где мы можем иметь структуру будущего развития, человек может быть там, где находится там солнце или там какая-то звезда и так далее. И ему ничего не может запретить, там, например, быть, и он там 100% не будет уничтожен. То есть получается, что вот создание вот этой системы, оно таково, что есть элементы, вот почему Бог, например, должен был создать так систему, что даже когда Он производит такой элемент, как питание, ничего не разрушается. А потому что человек, который попадает, ну, в какие-то сверхотдаленные системы, он тоже может не разрушаться. Что является сверхотдаленной системой? Ну, это может быть физическое пространство, но может быть это просто очень удаленное время. Но тогда он должен будет прийти примерно в то же самое состояние, что Бог, который питается, но Он создал все, несколько необычная, вообще говоря, да, система реальности. Он же все-таки создал не путем там выращивания пшеницы лично для себя. Для него любой элемент реальности – это его сознание, и его создание, и его как бы функция сознания. Тогда получается, как бы, что он тогда ест, да? Опять этот вопрос я поднимаю. Так вот, для человека это то же самое состояние. Именно динамическая система души, которая распознает одновременно и действие Бога, и действие, когда развитие человека практически таково, что он ничего для себя не востребует. Он все создает сам, то есть по крупинкам или там мощными импульсами, то есть откуда-то из себя он все создает, даже то, что он фактически съедает, да? И тогда, получается, должны быть какие-то компенсаторные механизмы. Вот если человек еще не научился там создавать в прямом виде, а чем-то он там питается, предположим, или он где-то отдыхает, например, то должны быть какие-то очень мощные системы перехода, что в момент там съедания то же самое организовывается где-то в нужном месте, как бы он ничего не трогает в этой реальности, вообще нигде. Он все воспроизводит сам. Тогда возникает вопрос, чем он вообще это делает. И как раз-таки здесь, опять-таки, фактор максимальной напряженности, максимального действия именно динамического уровня души показывает, что он это делает конкретно душой. И вот почему душа вечна? Потому что он совершает вечное действие. Любое локальное, в данном случае конечное действие, выявляется как действие именно вечное. И когда вы начинаете видеть вот эти вот позиции, линии вечности в душе, вы начинаете видеть, что человек может собрать душу, там, информацию души как бы воедино, там, слиться с уровнем действия Бога, но при этом, при всем, он четко понимает, что он именно независимая личность. Вот как довести понятие до человека, что он независимая личность, только, опять же, через динамику души. Потому что если это статика, статичный свет пересекается с другим светом, то получается линия связки. И вот стоит только одну статичную систему включить, вот понятие свободы упирается в линейную передачу информации, и это уже все-таки связка, да? То есть это уже все равно не полная как бы свобода восприятия. Поэтому я и начал эту лекцию именно динамической системой души и в сравнении со статикой. И вот дальше, чтобы статику сделать системой, которая не ограничивает свободу, мы должны здесь, получается, можем вполне рассмотреть в душе, в динамике души, статичные элементы. Понятно, свет, но ведь свет состоит из каких-то, значит, там более элементарных систем, частиц, да, узлов, там, блоков и так далее. Так вот, чтобы такой блок получить,
нужно быть исключительно вот именно только человеком, только форма тела человека как предмет управления, да, как предмет исследования или как область исследования может, значит, показывать статику в динамичном уровне развития реальности. То есть внутри своей души видеть статичный элемент на бесконечном удалении как бы от себя, от восприятия. Тогда мы начинаем видеть, что душа очень глубока, бесконечна. То есть мы не приближаемся фактически, ну, например, там, если там, рассмотреть там, наиболее глубокая позиция души, мы, когда двигаемся к ней, мы в общем-то, можем видеть, что она приближается, но мы не можем к ней приблизиться. Потому что вот здесь существует действие обратное к такому, о котором я сказал, что вот он, Бог есть, но при этом он ест свое, то есть он, получается, как бы ничего и не ест. Он ничего не меняет в этой реальности. А здесь, получается, вот это обратное движение, так называемый поезд, идущий сюда, он создает будущее, оптимальное будущее причем, только потому, что вы понимаете этот процесс, что на бесконечном удалении ваша душа, она обязательно динамична, потому что чем больше информации, тем более динамичная система. В бесконечном удалении душа вступает в системы достаточно многих связей, значит, и эти системы, они таковы, что вы видите, ну там уже, если так говорить по уровню там, сопоставления, это как бы целая железнодорожная станция, много поездов, то есть там возникают очень бурные смешения разной информации, и вот эти вот смешивания информации, они таковы, что начинает проявляться сам объект информации. Вот, начинает возникать поезд, да, люди в поезде, там, товары и так далее. И вы начинаете видеть, там, например, рельсы и так далее. То есть вы начинаете через один элемент воспринимать все, что вокруг. То есть если виден рельс, значит, по видимости, у человека возникает логика, что это может быть рядом поезд. То есть возникают как бы ассоциированные такие признаки познания реальности. То есть человек воспринимает одно, а видит все другое. И вот это вот и есть так называемое глобальное ясновидение, когда человек, в принципе, при восприятии любого предмета видит все, что вокруг этого предмета. Но ведь это и есть умение фактически как бы собрать себя в этой реальности. То есть внешний мир, значит, каким-то образом проецируется, да, и вот это все видение, это и есть сам человек. То есть человек — это фактически состояние, так скажем, которое в общей системе, да, реальности позволяет видеть, воспринимать практически все, если только выделен один объект информации, любой причем. И здесь совершенно четко ясно, что поэтому Бог и есть во всем, что выделение одного элемента информации позволяет фактически определять некое состояние Бога даже в качестве человека. Ну, как я сказал, что именно человек — это есть все-таки с точки зрения восприятия в этом случае определенное, ну, с точки зрения как бы внешнего наблюдать, некое такое состояние, вот, да, что, значит, чтобы это состояние иметь, достаточно сконцентрироваться, и вы четко контролируете все свое физическое тело. То есть вы понимаете, что одной мыслью вы контролируете тогда там, здоровье тела, вы контролируете будущее тело. И, в принципе, всего лишь одной мыслью, практически элементом, который неуничтожим. А значит, получается, и физическое тело неуничтожимо в этот момент, да? Значит, достаточно, получается, создать на информационном уровне определенные системы, которые таковы, что, значит, Бог как создатель, да, всей реальности, когда имеет дело с каким-то элементом реальности, чем он, во-первых, воспринимает тогда реальность, вот так как он все создал, он же, когда приближается к этому элементу, он же должен чем-то приближаться. Но так как он создатель всей реальности, то, получается, при приближении он видит опять начальный уровень. Так вот, вот этот вот начальный уровень, это и есть состояние человека именно в вечном развитии. То есть
Начальный уровень – это тот уровень, который позволяет человеку из восприятия внешнего вот такого, да, как состояния, человек это есть состояние именно там всеобщности, состояние Бога, когда значит, Бог воспринимает бесконечную реальность, перейти уже к состоянию личностному. То есть человек воспринимает себя в качестве личности, и здесь получается, что личность – это просто самовосприятие человека. То есть как только человек самовоспринимает себя, это уже личность. Но тогда, получается, он четко видит любую динамику своей души в созидательных процессах там, мира всего. Там, макро, микро созидательных процессов. То есть он начинает видеть, что душа его – это есть уровень, который можно, например, взять и там, сделать более просветленным за счет просто оптического действия. Ну, то есть как бы как вот, там, промывают, моют какие-то элементы значит, в физическом мире, да? То же самое, как бы взять и светом просветить душу и сделать ее более чистой. То есть можно взять и, в общем-то, элементарным уровнем, так скажем, механического такого действия за счет светооптики почистить собственную душу в динамической фазе развития души. Да? То есть, ну, если так считать, что так как душа, она никаких особых помарок иметь не может, Бог дал вечное развитие, заложил технологии вечного развития души, а здесь получается, что он еще и дал механизм очищения души за счет светооптики. И получается, что вот, чтобы решить какую-то сложную проблему, ну, которая, например, дает нагрузку на душу, этой технологией можно практически, ну, как бы осветлять душу, делать ее более прозрачной, чистой. Ну, там как бы есть такая фраза, как «чистой души человек», например, да? А здесь же есть другой смысл, то есть чистой души человек. То есть из чистой души значит, появляется человек, ну, то есть физическое тело человека. Вот контроль, так как здесь человек, это следствие чистой души получается. Как бы есть один смысл чистой души человек, идущий смысл от человека. Но как раз таки обратный смысл, да, идущий из будущего сюда, здесь как раз таки откуда человек? Из чистой души человек, да, то есть обратное действие. И получается, что здесь мы получаем такой фактор, что достаточно уметь, ну, как бы чистить душу, получается, именно в динамическом состоянии. В данном случае способ позволяет производить очищение души в динамическом проявлении. Это не значит, что душа там грязная или она там, ну, у человека может быть чем-то запачкана. Это вообще не значит чистить душу, это не значит, что он там вообще плохой человек. Просто вообще понятие цвета – это именно нагрузка, которая на душу дается для преодоления какой-то ситуации. Например, есть фоновая ситуация, там, возможный взрыв АЭС – это очень черное пятно, которое от бесконечного будущего приходит в локальную точку. Это как бы очень плотное локальное пятно, точка даже. И это все равно давление на душу, которое берет на себя ответственность фактически организовать норму. Значит, надо прочистив душу, вы спасаете АЭС. То есть, ну, вы же не являетесь там, плохим человеком, например. То есть это технология именно просто-навсего очищения ради того, чтобы достичь управления. А вот понятие там плохое или хорошее в моральном смысле – это другое понятие. Это когда из сердца воспроизводится вот эта параметрическая ось, где есть параметры плохой и хороший, но это есть внутренняя составляющая души. Ее просто так здесь нельзя стереть просто как бы, да, одним механическим приемом, потому что это очень большая система связи. Поэтому в динамическом уровне души проявлены свойства адаптации души к решению вопроса, то есть как бы просветление души, механическим образом ее там очистка. И есть еще решение внутренних моральных вопросов с точки зрения общества, да, например, там у преступников душа имеет другой тип, но это совсем другое. Вот чтобы здесь исправить, он должен, преступник, исправить, получается, целый, в общем-то, конгломерат различных связей, потому что в момент неблагоугодного действия
значит, он же действовал синхронно, и линии завязались, ему надо очень много чего исправить. Когда действие будущего, управляющее здесь, это одно. Человек быстро почистил оптическую фазу динамического уровня души, сделал действие, получил управление. А вот с точки зрения как таковое очищение души, это прежде всего вот именно совесть человека, которая является индикатором некой чистоты. То есть совесть, которая проявлена как там божественная совесть. Ну, это общеизвестная технология там, самоочищения по глубинному признаку. То есть, проще говоря, лучше не совершать каких-то проблемных действий, чтобы потом не тратить время человеку, получается, на именно глубинную очистку. И потом, всегда ли можно очистить в этих случаях? Вот всегда вопрос, который существует у человека, если он совершил какое-то негативное совершенно действие. То есть получается, что вот только вот этот вопрос, он говорит о том, что лучше как бы вот не совершать негативного действия. И в динамике действия души совершенно четко видно, что как вот по параметрам, там, по социальному уровню, да, какому-то личностному распределены вот эти системы как бы вот нарушений, связи перед обществом. То есть, проще говоря, самый оптимальный вариант человеку там логически даже вот здесь в этой технологии там ясно становится не быть там, например, каким-либо таким отрицательным, да, человеком там не быть, естественно, преступником, не разрушать и так далее, потому что тогда вот этот уровень чистоты, управления, он будет распределен только на будущую систему. Ему не надо заниматься восстановлением прошлых ситуаций. А значит, человек фактически своим фрагментом все время находится в будущем, получается. А в будущем, раз он находится, значит, что у него? Значит, по крайней мере, в настоящем времени у него всегда хорошие события. То есть он жив, здоров. И вот мы логическим путем попадаем в ту фазу управления, что стоит только не иметь каких-то, получается, человеку отягощающих каких-то очень проблемных ситуаций в будущем, или их уметь расконцентрировать как-то, там, почистить компенсаторным путем, то есть сделать очень много добра и так далее. И получается, что тогда, вот, когда человек, или просто он такой светлый человек, у него нет вообще проблем, да, вот этот сегмент, который находится в будущем, это и есть совершенно четкий путь, в том числе физического тела человека. Здесь, в отличие от понятия преддействия, то есть действия до событий, именно само действие внутри событий является гарантом того, что тело вечно. То есть информация о теле переносится в эту структуру будущего, где светлая душа фактически хранит образ физического тела человека внутри себя. Значит, получается, что физическое тело можно рассмотреть как уровень, который находится внутри именно души человека. Если так рассмотреть, там, светооптики как некий, что ли, пара, вот такого белого цвета область, то внутри находится здоровое, физически вечное тело, которому ничего ни при каких условиях не угрожает, потому что это же душа, которая находится в будущем, и человек видит свое тело там. Вот я показал конкретный путь управления динамическим уровнем души. Можно, увидев себя в будущем, четко гарантировать, что никаких проблем у вас не будет, это точно. Там, вы живы, можете увидеть, что вы здоровы, у вас оптимальные события, там, то надо поработать по событиям и так далее. То есть вот динамическое действие души – это есть уровень создания именно устойчивого, такого статичного будущего. И через динамический уровень души видно будущее достаточно прозрачно, как статику. Причем часто это всего одна линия будущего, то есть максимально хорошая линия. Потому что динамическая система души, она позволяет с разных точек зрения рассматривать все явления реальности и выбрать наиболее оптимальный путь. Да? Потому что если замерять системой статичного толка, так скажем, да, то надо сначала замерить одну часть, потом переформировать, снять показания. А динамическая система души, которая вечная, которая находится в бесконечном развитии, все равно на какой-то точке она уже все познала. То есть душа сделала как бы фактически замер всех систем управления, и получилось, что вот только это единственный самый лучший путь, который вы видите именно через динамическую проекцию души на свое сознание. Следовательно, выявление динамики в действии, динамики души в действии, это часто необходимый элемент, чтобы создать именно устойчивое будущее. И, кстати, как вообще вот распознать информацию, что есть устойчивое, что есть неустойчивое, например, да, просто оптически. Динамическая функция позволяет четко это выделить.
что есть статичное? Это есть статичное, просто линия некая светящаяся. А динамика – это очень быстрое движение от души, восприятие. И тогда ясно, что динамическое действие души дает человеку единственный правильный путь. Вот чтобы человек понял, что он поступил правильно, он должен перейти в динамическое состояние. Он должен увидеть, по крайней мере, хоть начальное движение души, то есть уметь распознать именно динамический свет души. Но ведь здесь очень много преимуществ. Динамический свет души, душа обладает бесконечной скоростью передачи информации, значит болезнь не пристанет, да, тоже удобно. Например, в момент каких-то инфекционных заболеваний по типу гриппа, там, массовых эпидемий, там, важно очень концентрироваться и уметь использовать именно динамический уровень, когда болезнь же хоть за что-то надо зацепиться, если постоянно динамика, то человек и не болеет. Или если человек, например, устает, или там, чтобы много работать, там, не уставать и так далее, тоже можно использовать именно динамический уровень, но тогда, который проецируется на физическое тело. То есть вы делаете очень простую вещь, чтобы, например, много работать, не уставать. Воспринимаете на оптике динамическую функцию души и просто смотрите, как она проецируется на физическое тело. Все, физическое тело не устает, потому что есть элемент подобия, а душа же, она не устает в любом случае. Она вечна, у нее нет параметров усталости. И значит, вот эта вот проекция дает вам более выносливое тело или исключительно выносливое, там, связано с тем, что ваше тело выполняет те задачи, которые нужны в информации. Есть возможность, там есть, значит, вы можете кушать, нет, значит, работаете и так далее. То есть тело начинает функционировать как система просто уже более, что ли, или полностью синхронизированная с состоянием и действием души. В общем-то, с элементом вечности фактически, да? Получается, что мы входим внутрь души и видим, что это элемент просто вечности. Значит, тело наиболее синхронизировано, наиболее понимает в информации это именно вечность. То есть тело в первую очередь распознает, и ему понятна именно вечность, физическое тело. Потому что все-таки, как я объяснил, душа ближе всего, да, в системе восприятия к телу. То есть когда человек начинает воспринимать что-либо, он в первую очередь видит именно четкую границу своей собственной души. Но часто этот путь проходит очень быстро и сразу как бы воспринимается реальность, но ведь он фактически смотрит внутрь своей души. Вот если там, спросить у Бога, как он там, видит вообще реальность, так он видит внутри себя же. Он же создатель всей информации, значит, он видит как бы внутри некой области, которую он сам и создал. Он не может, логически он как бы, для Бога просто не существует такой конструкции внутри, там, извне, это такие человеческие понятия, да? Но тем не менее, с точки зрения человека, как он может видеть извне, если он создал уже что-то создано, что он должен находиться внутри этого, внутри сферы уже созданной, да, какого-то уровня материи. И тогда получается понятно, почему существует пространственная система, они не слипаются, да, атомы, там, молекулы, потому что каждая система имеет контур, как бы полис внешний, как бы, что ли, безопасности с точки зрения там, действия на систему, потому что каждый элемент действия должен находиться как бы внутри некой более общей системы. И когда мы начинаем вот этот уровень анализировать, то получается, что как раз-таки динамическое действие души создает вот такую статичную сферу будущего фактически, которая содержит все, вплоть до деталей, как бы, ну, так скажем, проверенные Богом, посланцами Бога, элементы действий. Человек, в принципе, может просто-навсего, ну, как вот там есть элемент действия, да, какая-то информация, он может как в перчатку вложить там руку, то есть он должен просто уметь в пространстве действовать правильно. Но ведь человек контролировать там все вот эти оптические элементы часто и незачем, и он должен в каком-то в одном импульсе уметь это сделать, потому что если там, ну, есть расширенное управляющее сновидение, то здесь нужно какие-то там секунды времени потратить, чтобы синхронизировать ваши действия и то, как ваше действие отразится, например, в будущем, да? А здесь, получается, должен существовать уровень, который это делает постоянно, то есть человек постоянно взаимодействует со своим будущим и его осуществляет. Так вот этот уровень, это есть переход
с кожи человека, как бы с внешнего просмотра, во внутреннюю систему. Если вот задаться вопросом, почему именно так там устроена там нога человека, там есть вены, да, кровеносная система и так далее. А вот при таком понимании переход динамического уровня души в статику тела, да, и через физическое тело именно в статичную фазу души, это есть четкое строение внутренних органов человека. И тогда совершенно четко понятно, почему там русло крови, да, существует там возле, там, например, костной ткани, от колена, там, например, да, и ниже, если рассмотреть этот вопрос, то получается, что, например, там, до пятки, да, и получается, что если мы начинаем смотреть вопрос по организации тела, то получается, что это тело, в общем-то, так устроено, чтобы вот этот динамический уровень души постоянно передавал телу знания от Бога фактически. То есть получается, что здесь мы имеем такой, в общем-то, уровень управления, когда Бог в постоянном времени контролирует тело. То есть мы видим этот путь. И когда мы начинаем этот путь уже видеть, ну, как бы как путь практически там бесконечно удаленный для сознания, мы начинаем видеть, что вот Бог передает конкретные знания физическому телу практически постоянно. И когда мы начинаем видеть этот процесс, то мы, в принципе, здесь видим, что на каждом уровне развития Бог любой элемент реальности держит практически как бы на своем сознании. То есть это есть форма его сознания. И мы начинаем видеть вот эти вот пути развития этой формы. То есть мы видим, что тело вечно, потому что оно имеет вот такую постоянную связь, и нам стоит только эту связь увидеть, то понятно, что тема не подвержена никакому уровню видоизменения. Ведь сознание Бога, оно не подвержено деструкции и уничтожению. И тогда, когда вы начинаете видеть вот эту линию, что физическое тело – это также и элемент сознания Бога, причем с точки зрения человека такого же, как сознание человека, то есть фактически человеческого сознания, то вы берете под полный контроль физический уровень своего физического тела именно сознательно. И не путем там каких-либо сложных манипуляций или там поисков каких-то сложных систем. Я просто показал, где Бог создает тело. Достаточно одного как бы захвата информации, а дальше понятно, что вы уже имеете вечное тело, потому что здесь проявлены все элементы в одном частном случае. И тогда получается, что вы контролируете свое физическое тело через физическое тело Бога. То есть для чего нужно именно физическое тело Бога? Почему Бог должен иметь человеческое тело? Потому что тогда вот этот уровень контроля, он очень понятен. Человек внутренне себя сравнивает с физическим телом Бога, и все проблем нет, он там восстанавливается, да. В сложных ситуациях происходит, например, элемент спасения. Он начинает, человек, в принципе, делать какие-то действия, которые сопоставимы с тем, как делает Бог. То есть здесь очень много элементов, которые говорят о том, что именно тело физическое человека должно быть у Бога, чтобы все люди были спасены. И здесь еще такой факт, что все спасены, потому что они-то, по большому счету, признают именно знания и действия от человеческого тела. И чтобы человеку сказать, вот, что он воспринимает как действие, вот, как бы до глубины своей души, скажем, да, любой точки тела, то человек вот совершенно четко пропускает знания от человека. Если, предположим, знания какие-то другие, там, да, от какого-то иного уровня управления, то получается, что здесь, в общем-то, проникновение знаний будет, конечно, но оно будет неполным. Это проникновение, потому что, можно, например, скажем, воспринимать элементы там реальности, да, какие-то, которые, например, там человек воспринимает за счет собственной системы восприятия. Он анализирует, он знания воспринимает, но он воспринимает знания с внешнего мира и как бы их конструирует в себе. То есть он делает, проще говоря, плотное тело с точки зрения логики управления,
свое за счет как бы того, что внешнюю реальность он как бы приводит внутрь, да? Но это ведь перемещение объектов внешней реальности через восприятие, некое движение. А как сделать так, чтобы человек не получал никакого движения, но получал знания? Он должен видеть другого человека. То есть он должен получать знания из физического тела человека. И причем из такого, который находится вообще в стороне, не своего собственного. И получать так, что то физическое тело, значит, дает управление не путем там, переноса информации, а просто оно как-то функционирует. Когда человек смотрит на такое тело, он становится здоровым, он понимает, что вот так и надо делать, но он же понимает просто потому, что он смотрит, никакого обмена, ну, так называемой энергии не происходит. То есть в данном случае человек сам учится, например, смотря на физическое тело Бога, а фактически на физическое тело человека, он начинает просто-навсего делать, ну, некие синхронные действия. И то по признаку, что динамическое действие души таково, что душа практически все время ориентируется на следующее действие вот в реальности, то есть на действие как бы бесконечное, то есть на действие, которое направлено как бы на именно периферическое как бы действие и развитие реальности, то есть на действие, ну, в конечном итоге такое, где находится Бог в сути своей вот для человека. То есть человек постоянно в любом действии ищет сущность все-таки Божьего действия. Даже брать, например, там атеистов, они все равно там, в научной части делают исследования фундаментального типа, то есть там, где Бог как бы фиксирует статику души, то есть человек начинает видеть статичную систему души, то есть стоит только что-то зафиксировать, значит это некая статика. Так как Бог создал все, для человека это статика души. И получается, что вот эта вот статичная фаза души, это есть система, ну, на которую как бы кладется некая система знаний, вот, чтобы знания были статичные и никуда не как бы расходились, нужно просто уметь использовать статику души и динамику. То есть видеть свет статики и отделять от света динамики души. То есть свет динамики души, например, там фиолетово-синий, какой-то голубой, да, светлые оттенки в основном, а статика — это яркий серебристый свет. И когда вы начинаете, ну это один из примеров, уметь отделять статичное действие души от, например, динамичного, то вы видите, вот, что на уровне стыковки информации, статики и динамики находятся фактически все решения с точки зрения там, лечения человека. Вы можете, например, здесь как-то взять и, ну, в общем-то, действием, что ли, каким-то одним, там, простым взять и вылечить только лишь вот этим уровнем выявления границы между статикой и динамикой. И стоит только вот этот уровень взять и как бы привнести в систему, ну, некого там или какого-то состояния, которое вам не нравится, и вы сразу становитесь здоровым человеком. То есть получается, что это мощно достаточный элемент все-таки там сама, да, оздоровления. И, кстати, мощный элемент управления очень отдаленными событиями будущего. То есть если посмотреть, например, на 100 лет вперед и от их 100 лет, например, двигаться сюда, то точно там 50 лет можно обеспечить очень устойчивое там развитие при правильном взаимодействии там, через 50 лет со всеми элементами реальности. То есть вам нужно просто-навсего суметь все элементы реальности правильно как бы зафиксировать, да, в том времени. И получается, что здесь самый простой элемент это есть уровень такой, что вы на очень высокой скорости от себя, да, двигаясь от себя отсюда, да, в будущее, так скажем, выделяете статику, статичный элемент, серебристое свечение, и смотрите, что двигается там от 100 лет сюда в виде, например, там, синего цвета. И как только эти элементы пересекаются в выделенные вами точки, вы получаете вечное физическое тело свое, а в целом, на самом деле, это информация для всего человека, человечества. И тогда вам совершенно понятно, куда расположить управление сейчас. То есть вашим маяком
а вашим параметром действия является именно ваше вечное развитие, причем технологически воплощенное в виде динамики души, которая взаимодействует с какой-либо статичной фазой. Здесь уже даже не только там души, вообще любой системой реальности, там, предметом, каким-то событием. Тогда ваше управление, естественно, совершает самым оптимальным образом, быстрее всего, потому что вы четко выявили место геометрическое, где событие должно быть расположено по отношению к вам в оптике управления. И при этом вы владеете механизмом, недоступным для противодействия именно динамическим уровнем души. Следовательно, вы совершенно устойчиво делаете абсолютное управление, фактически, которое в любом случае совершается точно. И вот оно может быть рано или поздно, но обязательно совершается, но здесь можно даже время ускорить путем, опять же, динамики души. То есть параметр времени взять и как на платформу поставить структуру времени и просто придвинуть ближе к телу. Тогда можно регулировать время. Именно время осуществления событий, реализации целевого события. И здесь, кстати, с точки зрения макроспасения очень просто вот эти элементы видны, как технология работает одинаково, что к макроспасению, что к любому действию. Вот универсализм Бога проявляется. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.